Привет и добро пожаловать в новый дневник разработки проекта Villain Reason. Напомню, что это глобальная стратегия в мире фэнтези и стимпанка, которая создается энтузиастами из самых разных уголков страны и ближнего зарубежья. В прошлом выпуске речь шла о фракциях и механиках, поэтому теперь хотелось бы больше внимания уделить миру игры. Здесь живут многочисленные народы, развитие которых замерло на эпохе раннего средневековья из-за непрекращающихся междоусобиц. Однако раз за разом местные жители начинают встречать необычных мистических созданий, в которых никто никогда не верил, и сталкиваются с загадочными природными явлениями и разрушительными катаклизмами. Необходимость противостоять этому подталкивает народы к скорейшему поиску новых знаний и выбору собственного пути. Причем по мере прохождения фэнтезийная составляющая возрастает. Одни народы открывают и увеличивают силу магических заклинаний, другие – паровые машины, а кто-то увлекается рунами и мутациями. Где-то далеко за пределами обжитых территорий раскинулись мрачные руины древних цивилизаций, практически полностью стертых с лица земли много тысячелетий назад. И для того, чтобы все это пережить, придется искать причины их исчезновения. Основная задача будет заключаться в том, чтобы понять, к чему же готовиться и предусмотреть исход заранее. Например, приверженцы стимпанка могут открыть технологии, позволяющие их городам в буквальном смысле этого слова сбежать. Важную роль играют герои, наиболее известные представители своих фракций. Они выполняют функции дипломатов, исследователей, искателей артефактов и управленцев. Между героями существует система взаимоотношений, которая влияет на доступные решения относительно друг друга, например, при выполнении совместного квеста. Также для того, чтобы каждая партия выглядела уникальной, планируется автогенерация произошедших до старта игры мировых событий, биографии героев и других моментов, являющихся дополнением к лору. Например, руины на карте в некоторых случаях могут возникнуть из предыдущей сессии игрока и будут являться останками его фракции, уничтоженной там. С момента прошлого выпуска в проект добавлено большое количество контента и практически полностью закончены здания ранней эпохи развития. Обновлены все жилые районы и ратуши, добавлены кузницы, стрельбища, амбары, осадные мастерские, загоны для животных, лесопилки, торговые павильоны, рыночные районы и другие здания. Каждый уникальный район города получил свое подменю, где отображены доступные в нем постройки. Добавлена возможность моментального улучшения города. Позже он будет апгрейдиться постепенно, в нем даже появится несколько уровней стен. Дополнена коллекция брони и оружия. Теперь все это влияет на характеристики отряда, включающие военную силу и дальность перемещения. Причем экипировка в игре является ресурсом, который можно производить, продавать, покупать и даже отбирать, если вы сильнее. Доступна возможность создавать пресеты. Налажена система хранения ресурсов на городских складах. В скором времени возможно будет строить шахты и каменоломни для добычи. Еще больше появилось артов и иллюстраций для проекта. Отрисованы все юниты и здания на ранней эпохе. Отдельно идет проработка второстепенных объектов, которые необходимы для придания городам уникального и самобытного вида. Частично отрисованы поздние эпохи для стимпанка и магов. Спасибо за внимание! Подписывайтесь и предлагайте собственные идеи. Ну а желающие присоединиться, забегайте в группу разработки. Всем пока!